наши! Третий выпуск обещает быть еще более волнительным. Прослушивания вслепую продолжаются. Расскажи о нас своим друзьям, на работе, родителям, учительнице в школе. Это очень важно для нас. А тем временем мы продолжаем делать рок. Фан кайфовый, Саша классно играет. Да. Грув нормас. Привет! На сцене, вот это да, удивительно. Супер. Барный стул, так он пьющий. Всем привет! Всем привет, меня зовут Джон Константин. Приехал я из города Тольятти, играю на гитаре 4 года, обожаю музыку. И вот замечательные люди из Гитар Батла написали мне: пора выезжать из Тольятти, пора заниматься другими вещами, как, например, играть в Петербурге. Буду играть под блюзовую такой ковбойский outlaw блюз. Вот он так и называется, там outlaw блюз. Это не мой бэкинг-трек, это не моя минусовка. Я ее в последний момент нашел на ютубе, на каком-то канале, я уже точно, честно говоря, не помню. Быстро обрезал, ровно 2,5 минуты, прям по регламенту, и сочинил на это соло, соответственно. Я надеюсь, это будет отличное шоу. Всем участникам желаю удачи, себе чуть-чуть тоже желаю удачи. Надеюсь, у всех все получится, и все получат удовольствие от данного мероприятия. Как тебя зовут? Меня Лев зовут. Вконтакте я Джон Константин записан, потому Джон что я Константин, очень понял. опасный человек, поэтому... Но меня Говори Лев в зовут. микрофон, пожалуйста. Думаю, здесь все свои, можно сказать, что меня Лев зовут. С какого города приехал? Я приехал из города моднейшего под названием Тольятти. Вот, скоро там будут летающие тарелки производить. Вот, но пока не производят. Там делают автолаз. Ну, я хочу, чтобы там летающие тарелки делали, чтобы можно Nobody One было слушать и параллельно летать в космос, называется, прямо, скажем так, Ну как тогда мы вам умеем. нужно А выбрать лет мэром тебе Тольятти сколько? Булка. Мне 20 лет, вот 20 недавно исполнилось. На гитаре играю 4 года. Начал играть на гитаре под вдохновением групп типа Guns N' Roses, там Red Hot Chili Peppers и роликов Табачникова и Олейника на ютубе. Меня очень первый баттл, кстати, вдохновил.
Вот это было вообще супер. И вот теперь еще выступаю перед этими замечательными людьми прям вживую. Ну давай послушаем этих замечательных людей. Давайте. Вот Женя, например, вроде как его тема. Он говорит, мое, не мое. Твое! Чего не нажал-то? Господи. Говори Ну, вот. правду. И да, я сегодня выступаю за плохого парня. Увидел, что ты сидишь, классный был ракурс, ну, там тебе не видно, нам видно твой силуэт. Увидел какую-то гитару, похожую на стратокастер оказался, здорово. В общем, интрига была сначала, но вот я себе пометил про динамику, что нижняя граница твоей динамики и верхние были немножко... То есть ты прям ждал, когда ты ворвешься вот в максимальную динамику, а нижняя немножко недоработана. То есть она какая-то была вот... Вроде был звук, тембр приятный настроен, и все, но вот что-то как будто тебе не терпится там играть, да, как будто ты скорее хочешь ворваться. Вот, потом ты врываешься, я думаю, ну сейчас как бы будет кульминация, и вот я, наверное, нажму. И кульминации вот, ну, для меня не случилось, то есть динамического взрыва какого-то вот не хватило. А композиция прикольная, рифы классные, вот. Спасибо. Спасибо большое. Глеб, Да. ты же в прошлом блюзман. Но тут Не уронил слезу? Тут не совсем блюз, тут нечто блюз-роковое, я бы сказал. Начинается все, как обычно, хорошо, пока играют все, кроме участника. Да, и думаешь, ебать, говорят, это же грув сейчас какой-то нехилый прет. Но Да, потом... Саша, респект вообще. Классный риф. Вот. Но потом начинается самое интересное. Так вот, стиль игры, скажем так, хаотический. То ли это по желанию автора, то ли по возможности автора. И если стиль игры хаотический, значит, нужно четко понимать, какую концепцию ты пытаешься выстроить в том произведении, которое на суд публики отдаешь. Если у тебя, например, ты такой бади-гай, взял, и тебе похуй вообще абсолютно, сколько нот ты сыграл сейчас, 25 или 3 ноты. В принципе, через 5 минут ты уже забыл, что ты играл, ты можешь сыграть 3 ноты, может 25, и все эти ноты вот так вот вверх тормашками перевернуть, но в этом хаосе ты уже нашел свою гармонию. Вот бади-гай нашел, например. Здесь у меня остался вопрос. Ты так делаешь это потому, что тебе так хочется, потому что это твой стиль? Или просто потому, что еще твой арсенал позволяет делать только это? Это раз. Это что касается начала и конца произведения. В середине короткие фразы такие лирические, нежные, чтобы вот все увлажнилось типа. А вот нифига, надо над ними очень четко работать, чтобы они были лаконичные, емкие, как у Дэвида Гилмора, предположим, или... Там, у кого? У Клэптона, ну там, не знаю, в Gently Whips, чтобы каждая нота, она несла в себе какое-то информационное содержание. Я его не услышал. Вот. Может, я плохо слушал, но вот у меня такое мнение. Ну, я пытался что-то сделать в стиле Стиви Рэй Вона, просто Стиви Рэй Вон-Хендрикс, они на концертах вообще постоянно все соляки импровизировали, и тут у меня была по большей части концепция, то есть вот такая основная мелодия в начале, в конце, чуть-чуть вот таких вот этих лирических вставок, а остальное там это все, ну, импровизация, можно сказать. Тут не стоит путать, во-первых, Стиви Рэй Вона с Хендриксом. Хендрикс, кстати говоря, импровизировал мало. Кажется, что у него там сплошные джемы, там джемы. На самом деле, если послушать джем другой, третий, четвертый, пятый, там можно очень четко увидеть повторяющиеся структуры, Да, там песню иногда не узнать даже, что ты такое рассказываешь. Ну, это, знаешь, если еще там бутлег послушать каких-нибудь early years, там, да, можно найти хер знает чего, но дело не в этом. Дело в том, что слушаешь концерты Хендрикса и видишь, что вот у него характерный почерк, фразы, которые буквально берет вот кусок и точно такой же играет потом, и это на постоянной основе. То есть импровизация Хендрикса — это хорошо подготовленная, как говорится, импровизация. В случае со Стиви Рэй Вон там все другое. Хендрикс, он распиздяй. Он может играть, например, одну ноту, у него вылетит еще 25. Ну, так получилось. Мимо струны захерачил, ну, господи, ну, перебрал малость. Ну, с кем не бывает. У Стиви Рэй Вона другое. Он такой человек-механизм, который играет, если фразу, то он
четко дает слушателю понять. Да. Вот я играю именно эту фразу, именно так, как хочу, именно в данный момент времени, именно с этой динамикой. Да. То есть они абсолютно разные в этом плане. И поэтому говоришь, ну что-то типа Хендрикса или Стиви Рэй Вона, то же самое сказать, что ну что-то типа там Розенбаума и, например, Патриция Каас. Вот такая же разбивка. Сережа, ты, по ходу дела, нашел напильник, да, который можно будет допилить? Да, все точно так. Скажи нам, в чем секрет, почему ты его выбрал? Композиция днище, ужасно. Просто невыносимо это слушать. Но я увидел самое главное — страсть. И моя работа как художественного руководителя как раз эту страсть облачить, преобразовать. И если ты не хочешь быть как Хендрикс и Стиви Рэй Вон, потому что это тоже фигня, они уже есть, и смешивать их тоже не надо. Нужно научиться быть собой. Точно? И у тебя это есть, зерно отчаяния такое, кричащее. Мы это чуть-чуть шлифанем, сделаем хорошую структуру, напишем тексте про девчонку, что ждешь, что в слезах. И с такими очками все получится. Поэтому я увидел главное, я увидел зерно, и мы его с тобой прорастим, прости господи. Окей. Ну Спасибо. что, Джон, добро пожаловать в команду. Принимай отца. Вот смотри, если послушать Хендрикса, например, альбомы, где он еще до Хендрикса делал это все. Ага. Ну, помнишь, да, вот эти все? Ну да, где да. он с Моррисоном еще с пьяным выступал в кабаке. Ну, да, Там, да, конечно, да. другая музыка и другое все. А если послушать вот те альбомы, которые уже после 68-го идут, концертники один за другим, так там у него, конечно, и вот, пожалуйста, тебе хуяк, определенная совершенно структура, которой он придерживается. Структура, Вот да, Slight Return, придерживается, да. придерживается, Они там да. по команде все тише, громче, вся эта хуйня. Ну, по команде она спонтанная. Его куда Ну, понесло, как там, вы, и- вот вы знакомы с творчеством, а я не знаком, и у меня он как театрал все время наебывает, Хендрикс. Да, То есть так я вообще 100% как так и зритель есть. все время воспринимаешь, что он какую-то хуйню играет постоянно разную. А оказывается, видишь, какой хитрый человек. Да, просто ты не все слушал, а я все, блядь, 500 альбомов, которые Группу вышли. даже назвал, да, да. И все по эти названию живые никому неизвестного Джима Хендрикса. Не знаю, я вот, наверное, хотел больше всего колейнику, потому что у меня на гитаре лады 4.3 такие же. Но душа говорила, блядь, не только табачников нахуй. Да? Да, душа говорила только Но табачников. видишь, сердце победило и Вот. душа. Вот я чуть-чуть ждал, меня обличили в мантию, там стоял 5 минут, потел, как свинья на скотобойне, и... Ну, я думаю, это того стоило, если табачник выбрал. Табачников. Но, значит, всё не зря? Что выиграть может, знаете? Какой приз ждет победителя? Нет, не знаем. 1 миллион рублей! Жаль, не долларов. Как думаете, поделится? Нет, он купит самолет, но нас покатает на самолете. Вот такие Или она. мечты у гитаристов. У них одинаковая гитара. Это Ройлс или Алекс Лайхо? Вообще не знаю.
Раз, работает. Всем привет. Всем привет, я Роман Сайко. Я прилетел сюда с Дальнего Востока, с Южно-Сахалинска. Я, в общем-то, всю жизнь работаю в авиации, начиная с наземной работы, заканчивая летной, больше 10 лет. Потянуло, скажем так, на нечто большее. Захотелось науки, внести разнообразие в работу, и вот с недавних пор работаю уже в экспериментальной авиации испытателем. Поскольку это не мой основной род деятельности, да, и не занимаюсь профессиональной музыкой, соответственно, технический уровень может быть не такой, как у многих профессиональных музыкантов, которые здесь участвуют. В музыке, прежде всего, для меня это музыка, мелодия. Я больше акцентирую на мелодии. Я совершенно не думал принимать участие изначально во всем этом. Просто так сложилось, что мои хорошие знакомые, да, друзья, которые имеют непосредственное отношение к этому мероприятию, предложили мне попробовать. Ну, я не стал отказываться и решил, почему бы и нет. Я, конечно, безумно рад, что вообще попал в это мероприятие, что есть возможность принять участие, чего всем и желаю. Это на самом деле очень круто, здорово. Так что играйте, творите, сочиняйте, пишите рок. Всем удачи. Расскажи, откуда ты к нам прилетел, судя по форме? Я прилетел немножко издалека, с Южно-Сахалинска, пару недель назад. Ну так, случайно попался. Южно-Сахалинск, ребята. Расскажи, как тебя зовут? Меня зовут Роман Сайко. Сколько тебе лет? Сейчас посчитаем. 37. 37. Ну ты что, правда пилот? Ну, есть немного иногда, да. Ты когда-нибудь брал с собой гитару в кабину? Да. Я всегда с ней Серьезно? в командировке с собой беру. Нет, ты именно прям включил автопилот и сидишь, гоняешь гамму. Слушай, да, есть смысл, у нас очень шумный самолет, он ноту фа выдает просто идеально, можно по него подстраиваться. А бывает такое, что рогом какие-нибудь тумблеры переключаешь? Там, Да, бывало пару раз. элероны там, Бывало пару раз, да. маски вылетают кислородные. Двигатель выключается, да, ну обычное дело. А это правда, что ты летаешь под Nobody One? Да. Четко. Сережа, он летает под Nobody One, а ты взялся за рычаг, но не дотянул. Расскажи, что тебе не понравилось? По-моему, музыка просто разрыв башки. Самое опасное не дотянуть на выравнивание, да. Да. На самом деле очень круто, но мы же барды, в конце концов. Конечно. Это слишком круто. Я прям сразу увидел, что это должен делать Глеб. Просто вот услышал, увидел. А я... могу просто как бы улыбнуться, кайфануть, но ничего не могу предложить. Это не совсем мое. Каждому свое, конечно. Да, мне кажется, Глеб будет супер наставник. Глеб, я не знал, что тебе нравится скандинавский мелодичный металл. Расскажи, почему ты вдруг... Все-таки Алекси Лайха тебе сверху сказал: нажимай, блядь! Другого шанса не будет! Дело в том, что я вообще хуй знаю, как там у Алекса Лайха. Я смотрю, как здесь в конкретный момент, в конкретном месте, и мне все понравилось, особенно кайфово. Ну, вступление, первые нотки мне прям понравились. Я ошибся, извини. Южно-сахалинский мелодичный металл. Да, это кстати... Дальневосточный будем. Да, я у вас там был. Заебись, крабы прям... Да. Очень круто. Вообще мне у вас понравилось, супер. Ну, а что касается музыки, тоже понравилось, да, потому что ноты... Первоначально круто было слышно, правда, потом что-то вот не слышно, но я так подразумеваю, раз сначала сыграл пиздато, значит, и дальше не хуже. А потом, когда пошла вот эта часть, где зайцы собрались по пенькам стучать. Человек просто не волнуется за штурвалом, но немного волнуется на сцене. Да. Турбулентность, когда пошла, мне тоже понравилась, потому что она обыграна была адекватно. То есть ты хуячишь на гитаре, барабаны хуячат, все это срастается в единую картину, осмысленность есть. Заебись. Спасибо. Женя, Я не знаю, как ты относишься к мелодичному металлу? что добавить, я к нему не отношусь. Но мне понравилось, когда... Еще не вот готов, да, к были- такой музыке? Не справляешься? Не вывозит. Ну, когда были арпеджио, я такой думаю, блин, а с этим можно что-то сделать, вот если без такого аккомпанемента. Потом думаю, нет, ну, как бы, согласишься ли ты на это? Ну, да, поэтому не выбрал. Композиция прикольная, было интересно слушать, и классная техника. Ну, гитару громче в миксе, пожалуйста. Да. Больше, не знаю, пиздец, громче. не хватает. Ты зачем с квакушкой играл всю дорогу? Я не понимаю. Забыл выключить, что ли? Включено. Но гитара очень крутая. Гитара Спасибо. выглядит Сам просто собирал, старался. Просто супер. И хотел бы поздравить Глеба, он набрал себе команду уже в нашем проекте. Давайте.
Человек не мешкал, просто раз, и полный магазин. Ну что, принимай отца. Супер, супер. Круто, спасибо. Что будете разучивать? Лайха? Дело в том, что я стараюсь набирать тех, кто уже из себя представляет что-то и чему... которыми ничего Да, не нужно с которыми делать. ничего не надо Да, делать. классно, просто это вселить классно. в них уверенность. Скажет, да ты и так Да, хорош, да, просто да, делай да. то, что Сказать, делаешь. вот, ну вот, например, сядь, не выебывайся, расслабься, там, рассказать историю про Павла Федоровича, чтобы он немножко Минджу так согнал. И все, и человек начнет играть уже самое... Раскроется. Да-да-да, раскроется самый сок из души, понимаешь, душевно, и зрителям в душу выплеснет, и тогда все будет хорошо. А вот брать тех, с кем надо работать, блядь, это же геморрой. Ну, это же самое интересное. Вот есть чувство, что вот следующие участники будут супер крутые, Да. и ты не Да. сможешь их взять. Есть. Обидность такая. Но мне можно все равно теребонькать, поэтому я это буду делать. Будешь поддразнивать их. Да. Я этот трек не играл, ну, я думаю, больше 10 лет. Крайний раз я играл его где-то в году в 11 примерно. Долго вспоминал, восстанавливал. Ну, пришлось, да, потому что такое требует готовочки. Но зато какие-то новые, наверное, нотки, эмоции. Эмоции, да, ну, как бы, не совсем, ну, хотя есть немножко, да, то, что конкурс, я как, в конкурсах особо не участвовал, тут какой-то конкурс все-таки, да, немножко, да, волнение есть некоторые, как перед первым полетом, наверное. Блин, но это вообще фантастика. То есть ты и летаешь, и играешь, когда все В этом есть что-то общее, на самом деле. Что общее здесь, я много думал на эту тему, на самом деле общее в том, что и там работаешь в команде. Я не привык работать один. Да, поэтому и ребят, как бы, мы с ними так нормально. Ну, как бы, я думаю, было видно все. Да, это было очень круто, особенно когда поднялся с экрана, вот он такой бандой стоит, Я привык работать в зажигает. команде, когда каждый делает свою работу, и вместе получается некий результат.
Привет! Какой вопль души прямо. Я Рахмеева Надежда, мне 26 лет, из города Москвы, но мой родной город Ульяновск. Изначально меня родители вообще отправили учиться на программиста, но потом я поняла, что это вообще не мое, и поэтому решила пойти дальше по музыке. Я больше эмоциональный музыкант, чем какой-то техничный. Я даже больше скажу, что я больше музыкант, чем гитарист. То есть для меня важна мелодия, какая-то подача, нежели техническое вот это поливалово. Я пришла прежде всего ради себя, скажем так, чтобы показать себя. То есть у меня проблема такая, я боюсь себя проявлять как музыкант. Мне очень трудно выходить там на джем-сейшены. И для меня это, скорее всего, как какое-то испытание, то есть левел, который я должна преодолеть. Я очень рада, что я оказалась на этом проекте. Я наконец-то посмотрела Питер, и я всех люблю. Привет! Всем привет! Рассказывай, кто ты? Надежда Рахмеева. Откуда? Из Москвы, но родом с Ульяновска. Отлично. Сколько тебе лет? 26. Где учишься? Академия имени Гнесина. Вот это да, вот это подгон. Женя, ты выбрал. Давай, свой структурный анализ. Короче, без купюр буду говорить. Меня цепануло, что есть рассказ. Расскажи, о чем ты играла? Может быть, Просто чтобы я не красиво, придумывал. я не знаю. Мне просто как... я вообще, когда слово придумывала, мне как душа Придумала. подсказывала, мне что-то щемит, и я такая, о, ну классно, значит, я эту ноту возьму. Ага, ноты боли. Да. Окей. Знаешь, звук за занавесом, вот как бы сразу, который ты издала, вот сразу я подумал, что что-то вот то, что я люблю. А потом гармония обыграна вся. То есть как бы нету ликов просто чтобы они были, нету вот этого зачета, да, то есть следуешь за гармонией, это приятно слушать. Немножко не хватило проработанности некоторых фраз, звука, да, подачи вот этого всего, то есть донесения. В общем, чтобы не затягивать, просто хочу сказать, что еще у меня была ассоциация с Карлосом Сантаной. Это оправданно или это только в моей голове? Не, ну что-то, да, есть. Окей. Классно. Классно. Глеб, спасибо за выступление. Что по технике? Ну что, я присоединяюсь к комплиментам, которые озвучил Женя только что. Это приятно слышать то, что гармония не отдельно от соло, а соло именно обыгрывает гармонию. Это все замечательно. Тем более фразировка, вот эти вот постоянные хроматические поползновения туда-сюда, вот это вот елозение октавами, это все круто. Но вот это бы все еще сделать так, чтобы оно звучало не мимо нот, а вот именно в ноты попадать, вот всеми этими мелизмами. Это было бы круто, вот хотелось бы это услышать. У меня действительно было такое ощущение, что, ё-моё, Карлос вышел, но уштыренный, но какой-то упоротый, вот, который, видимо, приехал в Петербург и в самолете хорошенько вот это сделал. Вот. В общем, дед Карлос уже не тот. Дед Карлос уже пошел по тяжелым наркотикам. Вот такие мысли, то есть нужно все то же самое сделать, но сделать нормально, чтобы... Скажи им, почему ты это не сделала? Ну я руку переиграла перед самим это, потому что готовилась, мне Дима позвонил, сказал, срочно что-то нужно делать, а у меня была затяжная депрессия, и я месяц просто не играла, и тут я такая, о, надо готовить судорожно, и все, я такая... Вот, я хотела отказаться вообще от этой всей затеи, потому что я не хотела позориться, но меня Дима так уговорил. Вот, в итоге думаю, ну ладно, побежу себя, победю, я не знаю как. Ну, в общем, вы поняли. Да. Ну, правильно, в любом случае, потому что вот смотри, Женя, например, пофигу на то, куда там бенд уходит, ему главное вайб поймать, а вайб поймал, тут уже и все сложилось, в общем-то.
А вот мне все-таки иногда хочется, чтобы вот технически именно было выполнено на том уровне, на котором стилистика предполагает это исполнение. То есть, например, если ты выходишь играть панк-рок, то ты можешь играть что угодно. Гитару заблевать, там блевота летит в разные стороны. Это нормально для стиля. Для там какого-нибудь мат-металла, ну надо так попадать в дольки, чтобы слышно было, что ты мат-метал играешь, а не панк-рок. Здесь не надо играть очень сверхчисто. Это же такой Сантана, он не сверхчистый гитарист. Но нужно это сделать так, чтобы все-таки до определенного уровня дотянуть. Вот. А так все круто, конечно. Кроме вот этого вот маленького нюанса. Серега, ты услышал там депрессию? Ну нет, к сожалению, остро-депрессивный психоз ты не подтверждаешь диагноз. Мелодия светлая, радужная, звук есть интересный, необычный. Да, он действительно напоминает Карлоса Ивановича, но стремиться к нему не стоит. Карлос Иванович уже все сделал в этом ключе. Но что-то в этом есть. Видите, Глеб у нас за технику, Женя у нас за вайб, а я все время за мелодию. Здесь у меня тоже возникают вопросы по поводу выступления на Грушинском фестивале. Мы, наверное, на Грушинские вас не возьмем, потому что, хоть это было очень красиво, но я не могу это пересказать, не могу это перенапеть. Вот я могу перенапеть, ни в душе, серьезно. Вот ни у в меня палатке. в голове звучат фразы. Ну-ка давай. Тратати, да. Но, блин, вот чуть-чуть бы допилить их до ума. Ну, Просто короче, ты такую музыку не слушаешь. Да, действительно, не слушаю. Вот что можно прям сразу сходу сделать. Возьмешь эти ноты и где-то ровно четверть нот выбросишь. Нет, оставишь четверть. Оставь только четверть нот, сделай их подлиннее, и из этого начнет вырисовываться мелодия. Все, что ты делаешь, очень здорово. Я сразу слышу, что ты учишься там, куда простых людей не берут. Но нам, простым людям, непонятно, что именно ты делаешь. Нужно попроще, поближе к народу. Спасибо. Супер, молодец. Ну что вы скажете? Я считаю, девушка молодец. Несмотря на то, что она уронила утюг на руку, и пальцы были как в мультике, когда красные распухшие, но все равно... И в течение месяца 15 раз хотела себя убить? Да, да, соскребали с асфальта 17 раз. Ну, слышу, что как бы хорошо, но ничего не понимаю, что она делает. Я все понимаю, но слышу, что плохо. А я вот в надежде. Ты хочешь расшевелить молодой талант? Я не знал, что девушка. А ты как как его, у которого профиль напоминает древнеримских героев времен упадка империи из братьев Карамазовых. Тот, который говорит, надо раскрыть женщину. Я же говорю, я не знал, что женщина. Ну, вот. Ну, по крайней мере, у нее есть звук, не как у всех. Звук вот этот не вот как у на всех. Полуоткрытой квакушке вот это вот. Да, вот такое, он. что-то вот такое. Он. Это было интересно. Это прикольно. Вот еще бы, чтобы вот это все строило. А мне понравилась фразировка и как бы вот исследование гармонии интересно. Ну, необычная тема. Да. Тут видишь, какая штука. Если техникой не владеешь в достаточной мере, то тогда вот эта самая фразировка... То к оленнику не идешь, короче. Ты идешь, дело не в этом. Нет, дело в том, какой ты стиль выбираешь. Если ты собрался, например, играть Ингви Мальмстена, значит, надо все-таки побыстрее учиться играть. Если ты собрался играть вот такие вещи, то динамику в октавах, там где ты где-то ее понежнее надо взять, где-то поебошить и так далее, чтобы в октавных этих, в хроматике, которую делаешь, там прослеживалась эмоциональная логика, например, от начала к концу этой линии хроматической. Ладно, я, короче, сейчас запишу, заебись. и мы это учтем, когда будем работать. Я ни слова не понял, что он сказал. Ты рада тому, кому ты попала? Да, конечно. Евгений Ламбо очень крутой, и я очень счастлива, что я к нему попала. А изначально, когда шла, вот ты представляла, что все повернутся? Кому ты хотела? Не, я, если честно, я вообще не представляю, что вообще... Я думаю, что вообще никто не повернется. Я думаю, я знаю себя, как я очень нервничала. Я уже думаю, я все уже хочу выступить. В итоге я налажала просто кошмар. Меня все в Гнесинке просто
опустят, как говорится, как музыканта, но я вообще в шоке, что я прошла. И у меня, то есть, не было, что я думала, что я просто сыграю для себя, все там почилю, поразвлекаюсь, так скажем, в Питере, посмотрю город и поеду к себе в Москву спокойно, а тут вот вернулись, и для меня это нежданчик. Я сразу понял, что это ты, поэтому не нажал. Всем привет! Всем привет! Меня зовут Дмитрий Плотников. Я представляю город Санкт-Петербург. Мне 41 год. У меня вышел в том году сольный альбом. Сейчас я работаю над вторым. Также я принимаю участие в группе «Калинов мост». И очень много работаю сессионно по студиям. То есть я сейчас, получается, пришел к тому, что вся моя жизнь — это гитара, вся моя жизнь — это музыка. И я этим очень доволен. Я люблю ноты, я люблю мелодии. Это не значит, что я презираю всех тех, кто там играет, шредит там. Нет, я это тоже люблю, но моя сущность, моя музыкальная натура, она больше к нотам, больше к мелодии. И мне кажется, именно это отличительная моя черта. Хочу пожелать всем участникам круто отыграть и, самое главное, кайфануть от процесса. И всем зрителям то же самое желаю. Кайфа от процесса. Мы стараемся. Представься, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Плотников. Я представляю город Санкт-Петербург. А ты же не из Санкт-Петербурга. Да, на самом деле Ахмат Сила Кавказ рулит. Я сын Кавказа. Отлично. Сколько тебе лет? Да, действительно. Почему? Отличный вопрос. Мне 41 год. Немного БУ. Женечка, почему ты его выбрал? Я чувствовал то, что ты должен это почувствовать. Ты это почувствовал? Я это почувствовал, плюс
мне не до капризов сегодня, у меня всего 2 человека в команде. Вот. То есть будешь выбирать всех, да? Это оскорбительные слова, так не Нет, говори. всех не буду. Тут просто все зазвучало, фразы начатые, законченные, звук, все. Стиль не мой, ты знаешь, но все очень здорово. Ну, то есть ты знаешь, где там поработать, да? Чтобы блюз в стране появился, чтобы рок появился, да? Аккомпанемент поменяем немножко. А так играть все то же самое. Отлично. Очень круто, спасибо. Серега, ты говоришь, поэтому ты его и не выбрал. Почему-то поэтому-то? Ну, гармонии прекрасные, звукоизвлечение, звук, все есть. Мне, как говорится, здесь делать нечего. Все уже готово. Единственное, что могу порекомендовать концертного директора. То есть ты их решил убрать, конкурента, просто чтобы не отсвечивал? Ну, я сейчас опять начну. Давай сделаем уродство, давай сделаем грязь, грусть, поедем с тобой к бардам на фестиваль. Вот это ему не надо, у него и так все супер. Отлично. Глеб, ну с тобой все понятно, но прокомментируй, пожалуйста, игру Ну нашего. что, я бы, конечно, нажал бы, вот как сейчас, но у меня уже все, полон лимит. Да все заебись, Лес Пол, белая накладка, черная, там бриллиант есть. Квадратики вместо этих трапецоидов. Кубики, ну, не там, а там, да. Металлица на майке. Там тоже, мне кажется, есть. Ну, не знаю, это уж, наверное, вот наставник... Там прояснится. Да. Это шоу-бизнес, брат, а как ты хотел? Да. Как ты думал, миллион, вот просто так получает? Надо будет поработать. И не вот эту хуйней страдать, там пальчиками бегать. Ну так что я хочу сказать. Мне все понравилось, идея есть воплощение идеи. Так что все хорошо. Не был бы у меня комплект, я бы нажал. А так не нажал, впрочем. Спасибо. Ну что, Дим, принимается. Ну что, Женя, вот представь, вы с ним наедине остались в комнате. Что ты делаешь? Что ты говоришь? Ты, блядь, гитару неправильно держишь. Смотри, вот так надо. Ты гитару настроил под фильм. Вот, фу, гадость. Вот так. Мне кажется, это он мне скажет, скорее. Да? Не, ну ты наставник, ты должен... Вот смотри, вот он играет, все там, все у него вот такие мысли. А что ты с ними будешь делать, с этими мыслями? Я уже сказал. Я предлагаю тебе Аккомпанемент буду включить диктофон, все это записать и отправить Сатриане. Возможно, он купит новый альбом за косарь. Это удобно. Аутсорсинг, фрилансинг, вот это вот. Так я говорю, вот, у меня появилась драм-машинка, я даже создал на ней вчера грувчик, выложил в Инстаграм. Вот мой первый грув на железной драм-машинке. Вот я этим и займусь. То есть ты будешь грувчики делать, а они говорят, ну вот давай, сообрази что-нибудь под это. Да. О, не-не-не, все хуйня, вот дай вот эмоцию давай. Слишком роково, слишком обычно, да, у него получается. Слишком как-то вот... По канону, короче, да? Не хватает перчика, да. вот этого новичкового чего-то такого, да, такого. Пахнет уже замшелой такой безысходностью. Ну да, это как бы сделали уже все, кому не лень. Это, знаете... А как же продюсирование? Джонни Кэш вот все сказал, все, что мог сказал, а Рик Рубин взял и как бы... Ну, это он сделал охуенно, да. Он был первый. Это как техзачет. Написать и сыграть песню в стиле Сатриани, как техзачет. Это просто должен сделать каждый. Понятно. Я так и не сделал. Научишься? Ну, я очень кайфанула, честно. Здорово. Ты был без группы поддержки, я болела просто как за себя, как за близкого родного человека. Это было очень классно. Спасибо. И я спасибо. такая, ну, давайте, ну, нажимайте. И есть, случилось. Ты доволен выбором? Да, я, в принципе, к Ламбии хотел прийти. Да, Супер. все сложилось так, как Очень должно круто. было. Это прям идеально. Естественно, ну, я думаю, многие гитаристы не только знают о существовании этого проекта. Не могу сказать, что там я хотел на него супер попасть. Мне просто, как сказать, было интересно, и меня радовало то, что такая движуха происходит вообще, что ребята собираются и делают это. И, естественно, как бы где-то в глубине души я хотел быть участником, да, но даже не то, что участником в плане конкурса, там каких-то вот этих всяких спортивных моментов, а именно участником в плане того, чтобы быть причастным к этой движухе, да. И, в принципе, вот так оно все сложилось.
блядь, он так и не настроил. Ау! Перестань, блядь! Тех, стоп, блядь! Я просто испугал. Можно еще чуть-чуть? Я один раз попробую. Настрой гитару! Я далеко. Я сейчас. Настрой, Секундочку. настрой. Мы не торопим тебя, настройся. Чудовищно! Да не, походу, это нас разводит, чувак. Это шоу такое. Да, я что-то об этом знаю. Смотри, батюшка улыбается. Иван Андреевич, это вы? Молчит. Последний раз. Простите. Просто я не спал и ехал. Простите. Всем привет! Меня зовут Альберт Визенберг. Мне уже 42 года, и я играю в группе «Князь». И я тамошний, или тутошний, из города Санкт-Петербург. Я с 20 лет профессионально занимаюсь только музыкой, зарабатываю только музыкой, пробую себя в разных стилях, жанрах. Одни из самых моих ярких проектов — это была группа Top Gun, которая играла вместе с Джоли Тернером и Гленном Хьюзом. Я сегодня пришел с ненавязчивой простой мелодией, просто поддержать гитаризм. Наверное, я не совпаду со вкусами Глеба, Табачникова и Ламбы, потому что каждый из них будет ждать что-то свое. Я уверен, что Женя, наверное, будет недоволен тем, что я не додал ему блюза, а Леник не услышал свои любимые
вертухаи на грифе. Но для табачников, наверное, я буду играть гораздо чище на гитаре, чем он. Я всем желаю присоединяться к нашей тусовке, к этой тусовке, гитар-баттлам, всем артистам, которые любят гитарную музыку, приходить сюда и играть, показывать свое творчество, а расти как артисты на сцене, ничего не бояться, ни критики, ни каких-то неудачных моментов в своей жизни. Это ваш рост, ваш в будущем главный профессионализм. Ну, здравствуй, дядька, представляйся! Здравствуйте, меня зовут Альберт, мне 42 года, и я Какой из города кошмар. Санкт-Петербурга. В рот мне ноги! Это ж тот самый Альберт! Представляешь, тебя никто не выбрал. Потому чё, что я ребята? пришел сюда не за участием, а пришел просто приколоться над своими друзьями и поддержать их благое дело. Выразить им большой респект за эту идею, за этот сумасшедший контент в поддержку всего гитаризма нашей огромной Руси и планеты. Мужики, это очень круто, это очень здорово. Я смотрел все ваши передачки в интернете, когда у меня связь была в гастролях. Для И тех, видел- кто не знает, Альберто, он играет в группе «Князь». Спасибо вам большое, что каждый из вас по-своему просто уникален. Женечка, ты отменно играешь блюз, у тебя очень крутой фендер, и, пожалуйста, продолжай мотивировать людей на гитаризм. Глеб, у тебя очень классные вертушки, вертухаи, я никак не догоняю. Респект тебе огромный. Спасибо. Ну, а вам, мистер Табачников, спасибо огромное, что подарили этому свету теребоньку, которая у всех прекрасно работает. Теребонька, это у тебя в штанах, а это туда-сюда. Ты что, первый раз? Ну ладно, я пойду. Удачи. Нужно ему пилить ролики, и он Кеймака заткнет за пояс с этими. Ой, извините, я обосрался, но я сейчас подотру. Слушайте, вы не нюхайте, я сейчас сыграю. Вот это охуенно. Нет, шоу вообще отличное. Да. Но я вот если после этого было бы столь же... Вот знаешь, я ждал, что будет тоже как-нибудь коряво, но талантливо, интересно, короче, вот через это вот. Что вот он этот одно и стиль то же арпеджио играл. продолжится. Ну, а мне арпеджио понравилось. Все время тоже одно и то же было. понравилось. Ну, Если бы хотя бы разное. не, вообще-то Альберт как бы очень крутой гитарист. Да, вообще да, очень ну... Вот смотри, вот блюз играют все время одно и то же. Так вот, да, вот именно, Ну да. никто же не догадывается. Что это вы все одно и то же играете? Пам-пам-пам. Да. И так, Вообще-то, на говорит, гитаре. бенды и до вас делали. Но мне больше понравился цвет гитары. Вот как корпус покрашен с волокнами, такой янтарный, очень красивый. Новый у него Мьюзикмен. Ну, Мьюзикмен, конечно, говно в принципе, но цвет очень красивый. Да. То есть он и не рассчитывал, как бы, что мы его будем выбирать. А вот что бы он делал, если бы мы выбрали? Вот интересно. Пришлось бы Пришлось реветь. бы участвовать. Или, я, говорит, я не выбираем. Есть такие депутаты невыбираемые. Есть неприкасаемые, а есть невыбираемые. Как-то так. Ну, ладно, он получил, что хотел. Как в небо запрос отправишь, так и придет. Я бы, может, и выбрал, но у меня же заполнен уже как его там, блядь, по пунктам все, команда набрана, поэтому я не могу это А мне по делать. стилю не надо. Тебе по стилю не Хотя, подошел? про что я про стиль говорю? Да господи, что ты Какой как стиль, да. У тебя и так дырка в этом, в Хватит, наборе. Да, мне надо уже все Тебе не до стиля. Блин, такого профа, короче, Видишь, такого не взял. упустил, да. Упустил. Вот сделали бы с ним канал, где ты бы его обучал, а он бы гитару не мог настроить. Это был... Сейчас. Сейчас. Ой, струна порвалась. Я сейчас возьму, натяну другую. Подожди. Да, говорит, подожди, сейчас я 1,5 года, у меня гастроли, я вернусь, и мы продолжим. Сейчас, подожди, Джолин Тернер звонит. Алло, Джо, я не могу. Я не могу, у меня струна не настроена. Я прям ожидал это мгновение, когда поднимется эта шторка, и все жюри увидят именно меня. Шок. Мне понравились их взгляд, это было очень весело. Как думаешь, почему его не нажали? Они поняли подвох и... Нет, задача моя была в том, чтобы я не участвовал.
в этом конкурсе, а просто здесь был в качестве небольшого перформанса, поэтому пришлось вначале немножко посмешить, подурачиться, расстроить гитару. Я думаю, что главная причина, потому что они меня не выбрали, у меня была расстроенная гитара. Блин, понятно. Но это было очень круто. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось. Очень. Пожалуйста. Вообще супер! Хоть раз мелодия! Мелодия, наконец-то, блядь! Космолет! Привет! Всем привет! Привет! Всем привет, меня зовут Александр Ростовцев, мне 36 лет, город Санкт-Петербург. На сегодняшний день основной мой вид деятельности не связан с музыкой. Это скорее сейчас либо вторая работа, либо просто хобби, потому что я сейчас в основном либо кому-то просто пишу гитары, либо играю в различных кавер-проектах. Про Guitar Battle я узнал достаточно давно, когда еще были первые выпуски, потому что это было определенное событие, особенно у нас в стране, когда особо никакого такого музыкального движения на сегодняшний день нет. И я считаю, что это хорошее подспорье для выявления каких-то талантов. Я бы назвал даже так. Я желаю удачи всем участникам. Я хочу, чтобы мы все сыграли так, как мы хотели бы сыграть на самом деле, а не так, как у нас получится. Это очень важно. Я хочу, чтобы мы объединились в какую некую семью, что ли. Пусть это будет так. И пусть это будет началом что-то нового. Всем удачи!
Представься, расскажи, кто ты? Меня зовут Ростовцев Александр. В данный момент я уже из Питера, сам в Сибири. Живу уже здесь, будем считать, что я местный. Мне 36 лет, вот иногда играю на гитаре, балуюсь. Вот так Я смотрю, ребята все оценили. Господь меня услышал! Я люблю тебя! Вот с Сережей и начнем. Давай, Сереж, что у тебя за эмоции? Я дернул на 4-й секунде матча. Просто потому, что услышал первый риф, что он вжил в кассу с хорошим звуком и в том времени, в котором надо. Я даже не знал, какой будет соло. А потом, когда пошла мелодия, я уже мысленно с тобой перенесся к нам на Грушинский фестиваль. И мы с тобой уже вот этот бардов доводим до слез. Да, уже джем прет по полной программе, я понял, да. И бороду придется отрастить. Да это не вопрос. И в свитер в рвоте. С оленями. Сделаем, смотря сколько выпить. Женя, ну давай, что тебе понравилось? Мочи. Что, сразу, когда ты настраивался в этот минорный СРВшный аккорд, потом это такая неусоловая девяточка, я такой думаю, надо сразу дергать, но потом решил послушать все-таки. И я сдался на мелодию. Когда пошла мелодия, все, ты забрал нас. Полностью. Спасибо. Твое на 100%. Хоть что-то, хоть раз. Ну да, спасибо тебе наконец-то. Наконец-то. Глеб, Да, все очень сообщи, круто, я да. голосую тоже. Но я не могу голосовать, когда ты играешь, я сейчас могу. Вот, в знак признательности за, так сказать, охуенное музло. Ну что, очень клевая, да, действительно мелодия. Причем разные части логично сочетаются друг с другом. А, Б, С, больше, меньше динамика. Ну, все, заебись. Я думаю, комментарии мои излишние, все и так все понимают. И молодец, круто, Добавлю заебись. еще звук из стратокастера. Да, звук вообще Ура, топ. ура. Ну, точнее, сур. И октавер был. Все по схеме, синглы. Ну да, синглы, ну не октавер, там гармонайзер был. Ну, я чуть какая подмог. хрен себе. разница, Очень это красиво, тоже октавер. Красиво сработал гармонайзер. Спасибо, что не плейбэк. Очень, очень здорово. Настало время выбора. Кому пойдешь? Ну, тут все сразу понятно, тут сразу такая любовь, вот из первых рук она сразу полилась, как бы вот с этого ряда. Сергей Табачников. Ну беги целоваться! Ну а что тут обсуждать? тут Молодец, обсуждать, чувак. правда. Вот, Все грамотно сделал. Да, и как бы помимо мелодии и со звуком поработал, да? Звук идет прям нормальный, все слышно. Да. А что другие выебываются просто? Как смазка Типа, тянется. «О, в клубе не получается. Вот, блядь, вышел просто и сыграл. И даже гармонайзер настроил. Что-то я не услышал. Где Ну там как, они гармонайзер? когда вдвоем с Сашей там рубились, я думаю, о, Саша второй голос играет, потом вижу, нет, он там квинты играет. Круто, круто. Да, такое Всё удалось что-то было. отголоски отель Калифорния такие. Такое, проскальзывают. ну, трудно сделать что-то другое, когда у тебя черный стратокастер с белыми синглами. Смотри, он не пилил вообще, не было соло. Не было вот это. Только да, мелодия да, была да. вообще. Это просто кайф. И все, сразу Круто. всем стало понятно, что вообще происходит. Да, Тем, да, кто не понимает в гитаре ничего. Что Да, стало? точно, так и есть. Очень Так и есть. приятно. Я тебе завидую. Тебе что? Да я просто ему заплатил. Так-то, конечно, бы он пошел к тебе. Вы бы сделали хорошо. Но я все-таки дал ему 600 рублей. Сейчас в Питере это деньги. Все-таки. Поэтому, ну... Но я могу тебе продать его за 900. Я согласен. Да. Евро. Доволен выбором наставника или кто-то, кого бы ты хотел? Нет, все вполне логично. Ну, надо идти, наверное, к тому,
кто тебя больше, ну, скажем так, пусть будем звучать, оценит, да, кто тебе в данный момент тебе больше всего импонировал, потому что это будет как минимум честно с твоей стороны, и, наверное, со стороны судьи это честно, потому что он в тебе в этот момент заинтересован, поэтому здесь выбор был как бы логичный. То есть ты до этого не думал вообще? Вообще не думал. Нет, а зачем? Я наоборот это оставил на самый последний. Да, я даже специально попытался сперва подумать об этом, потом отогнал эту мысль, думаю, решу на месте. Потому что не факт, что я хочу, но совпадет с тем, что там будет. Слушай, мне нравится, мне очень интересно, что из этого получится, что у вас там будет. Будем с удовольствием наблюдать. Так что давайте, удачи. Спасибо. Дерзайте. Третий выпуск завершен, команды почти набраны, и это значит, что скоро начнутся классические баттлы. Останется только один победитель, который заберет 1 миллион рублей. Ну и, конечно же, не забудь подписаться на канал. Условия все те же. Плюс 5000 подписчиков или 5000 комментариев под данным видео. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что реагируете. Epic Play. Сила!